Всем привет! Меня зовут Юлия Гензина, вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. Сегодня у нас с вами очень короткое, очень емкое и очень полезное видео о том, какую пряжу выбирать для мозаичного вязания, сколько ее нужно и правда ли, что одного цвета нужно больше, чем другого. Это самые частые вопросы, которые вы обычно задаете во всех наших вязальных чатах, посвященных мозаичному вязанию. И давайте, наконец, все это обсудим, чтобы вопросов, по крайней мере, количество вопросов уменьшилось. Итак, какую пряжу выбрать для мозаичного вязания? У нас с вами есть два простых пути. Либо первый путь – посмотреть, что у нас есть дома, и вязать из остатков от других проектов. Второй путь – купить новую пряжу для нашего мозаичного проекта. Сначала разберем первый путь. Идем в наши закрома, открываем наши коробки и смотрим, какая пряжа у нас есть. В принципе, мозаичное вязание позволяет вязать из любой пряжи, поэтому пустить в ход остатки – самое милое дело, особенно если вы хотите потренироваться пока в мозаичном вязании и попробовать себя на каком-то маленьком проекте, например, на подушке или на чехле для ноутбука. Итак, вот мы открыли нашу коробку, мы видим там разные клубки, разных составов, иногда мы даже не знаем, какой состав пряжи в этом клубке, разной толщины и разного цвета. Первое, что нужно знать, подбираем клубки одинаковой толщины. Это важно, иначе у нас будут проблемы с плотностью вязания. Все клубки отбираем одинаковой толщины нити. Отложили в сторону. Дальше смотрим, какая крутка у нашей нити. Если мы видим, что крутка слабая, если нить распадается на мелкие-мелкие тоненькие ниточки, лучше ее не брать, потому что вам будет тяжело, крючок будет постоянно цепляться за эти мелкие нитки, будет вязать неприятно. Поэтому такую пряжу лучше не брать. Дальше. Оставляем только те мотки, которые гладкие. То есть не берем мохер, не берем слишком пушистую пряжу, не берем пряжу с пайетками, вот такое все, фантазийную не берем. Не берем пряжу, которая гуляет, толщина, да, там бывает иногда такое, с какими-то такими штучками выпуклыми. В общем, нам нужна максимально гладкая пряжа с минимальной пушистостью, да, иначе опять же будет крючок цепляться, будет некрасиво. И будет рисунок из-за этого страдать. Одинаковой толщины, вот она у нас осталась. Что касается состава, вряд ли вы по этим клубочкам сразу поймете, где какой состав. Тут уж надо приготовиться к тому, что он может быть самый разный, что получится, то и получится. Про состав мы поговорим дальше, если вы все-таки пойдете в магазин за пряжей. И цвета. Вот перед вами много-много разных клубков. Если они совсем разных цветов, а вы знаете, что для мозаичного вязания нужна хотя бы пара контрастных цветов, контрастных, то есть они должны быть хорошо различаться друг с другом, иначе рисунок будет плохо виден. Соответственно, вам нужно подбирать вот эти пары контрастных цветов. Ну, есть простые правила по подбору цветов, мы про это еще с вами поговорим в отдельном видео. Просто если у вас совсем они разные, разных цветов, совсем не сочетающиеся, или вы не знаете, как их сочетать, есть один простой способ. Просто подберите к ним ко всем один какой-то цвет, которого больше всего. Вот больше клубков есть одного цвета, пусть он у вас будет основным, он у вас будет фоновым. И на этом фоне вы просто будете подбирать к нему любой другой. То есть как это происходит? Допустим, у вас больше всего белого, вот у вас будет фоновый белый. Дальше вы начинаете вязать, например, этот белый с красным. Вяжете, вяжете, вяжете с красным, красный закончился. Берете, например, следующий синий, вяжете синий, но все время каждый клубок, который вы берете, будет у вас на белом фоне. И это позволит вам сгладить немного возможные не очень хорошие сочетания цветов. Они все будут у вас на белом фоне и будет очень хорошо. И этот фон может быть на самом деле любым. То есть вы таким образом сделаете готовые ваши изделия чуть более приятным глазу. Вот и все. Но если мы вяжем из остатков, мы всегда радуемся, что эти остатки пошли в дело, поэтому мы снисходительны в какой-то мере к результату. Но если вы готовы купить пряжу для своего мозаичного проекта новую, то здесь уже можно разгуляться и действовать, опять же, согласно некоторым правилам. Итак, первое правило – это состав. Вот здесь надо уже подойти осознанно к выбору. Это не тот случай, когда что есть, то есть, а все-таки мы подходим к этому осознанно. Мы хотим, чтобы наш плед или наша подушка служила нам как можно дольше. Это, конечно, не одежда,
Но все равно мы этим пледом укрываемся, мы подушку в руках тискаем, облокачиваемся на нее, мы с ней играем, дети играют, животные играют и прочее. Поэтому нам хочется, чтобы наш проект нам долго служил. Поэтому нам нужна такая пряжа, которая хорошо переносит стирку, в которой не будет линять цвета, в которой полотно не будет вытягиваться ни в ширину, ни в длину, и вообще никак не будет деформироваться, не будет садиться, в которой полотно не будет покрываться катышками. Вот мы хотим, чтобы пряжа была такая. Это технологичная пряжа. В ней нет, не будет, по крайней мере, почти никаких натуральных волокон. Это акрил. А с акрилом надо быть аккуратным. Бывает хороший акрил, бывает не очень хороший акрил. Не очень хороший акрил электризуется, скрипит, и он обычно не очень приятных оттенков. Ну и стоит дешево. Хороший акрил не электризуется, не скрипит, хорошая крутка и богатая, хорошая палитра цветов. Но он и стоит чуть дороже. Что нужно сделать? Нужно просто посмотреть в интернете, какие есть у вас доступные с доставкой к вам, в ваш город, какие есть марки. Посмотреть, есть турецкий акрил, много-много разных видов, есть отечественный акрил, есть еще какой-то другой. Посмотреть на толщину нити. Если есть возможность пойти в магазин, пощупать, образец посмотреть. Ну или там взять по одному мотку, например, и попробовать в деле связать образец. В любом случае, смотрите на все эти свойства, да, на скрипучесть, на палитру цветов обязательно. Это что касается состава. Следующий по популярности у меня состав для интерьерного вязания – это акрил-шерсть. Все-таки акрил-шерсть, шерсть придает натуральность волокну, дает немножко теплоты, дает в то же время пушистость небольшую полотну, дают катышки, все, что мы так любим в шерсти. Но если вам хочется все-таки частично натуральных волокон, то можно выбирать акрил шерстью, очень много разных предложений. Можно еще смесовую пряжу взять акрил с хлопком. Акрил с хлопком, я вам покажу в другом видео, дает полотну такую плюшевость. Оно прям совсем такое мягкое получается. Я бы его использовала больше в подушках, честно говоря, чем в пледе, но это на любителя, надо просто вязать образцы, смотреть. Многим очень нравится акрил с хлопком, именно вот за эту вот плюшевость его. Тоже очень много предложений, прям смотрите по такому составу. Чистый хлопок я не брала бы, он слишком тяжеловат. Хотя из чистого хлопка я вязала чехлы для ноутбуков. Они как раз жесткие были, очень клевые, поэтому надо смотреть. Итак, про состав понятно. Чистый акрил, смесовки, акрил-хлопок, акрил-шерсть. Чистый хлопок не брала бы, если только вы хотите действительно жесткое полотно. Чистая шерсть. Ну вот вы знаете, да, мои эксперименты, я думаю, вы уже наблюдали с дундагой. Чистая шерсть, да, но вязать жарко, катышки будут, но кайф непередаваемый, безусловно. Если вы фанат шерсти, вперед. Можно брать и чистую шерсть тоже. Но учитывайте это при деньгах, да, при подсчете стоимости этой пряжи на проект и при стирке потом. Потому что стирать, конечно, надо уже обдуманно. Если мы плед из акрила можем легко постирать в стиральной машине при 30 градусах, и все с ним будет в порядке, и потом высушится очень быстро, то шерстью вы так просто уже его необдуманно не постираете. Плед большой проект, руками стирать тяжело, поэтому там нужно будет внимательно уже к этому отнестись. Итак, по составу понятно. Второй важный момент – цвета. Обратите внимание на цветовую палитру вашей выбранной пряжи. Если в пряже всего там 6-8 цветов, и все они очень контрастные, да, ну то есть очень простая палитра – белый, синий, желтый, красный, зеленый, там, не знаю, фиолетовый, то вам негде будет разогнаться, потому что вам захочется в какой-то момент поиграть оттенками, сделать их более сглаженными, или сделать, например, ручной градиент, когда несколько оттенков одного цвета на фоне другого. И вы поймете, что эта пряжа вас всем устраивает, например, но с цветами там напряженка. Все-таки идеальная марка – это богатая цветовая палитра. Что такое богатая цветовая палитра? Это значит, что в каждом цвете есть несколько оттенков хотя бы. У вас не только из светлых оттенков белый, но у вас есть белый, молочный и, не знаю, какой-нибудь еще светло-коричневый, например. То есть вот эти светлые тона у вас есть из чего выбрать. У вас не просто есть зеленый, но у вас есть еще изумрудный и травяной. Да, допустим, у вас не просто есть синий,
а у вас, например, еще есть голубой, и есть еще небесный, и хотя бы еще какой-нибудь другой. Это позволит вам просто гораздо богаче подойти с точки зрения цветовой передачи. То есть в вашем изделии будет гораздо больше приятных глазу оттенков. Потому что мозаичное вязание, напомню, это большое раздолье, большое для вашей творческой фантазии, не только за счет узоров, которых великое множество, но и за счет сочетаний цветов. Поэтому, выбирая пряжу, смотрите, чтобы там было богатство оттенков. Итак, состав, цвета, крутка. Обязательно мы с вами про это говорили уже в пряже, вот, которую вы бы использовали от остатков. Крутка очень важна. Чем плотнее, да, связана нить, тем вам удобнее будет вязать. Толщина тоже немаловажный момент. Значит, плед – большой проект, подушка – небольшой проект. Если на подушку мы можем себе позволить взять тонкий крючок и тонкую нить, то на плед я бы вам все-таки не рекомендовала без должной подготовки и опыта брать тонкую пряжу и тонкий крючок. Что я называю тонкой пряжей и тонким крючком? Для меня это, конечно, все очень субъективно. Я вяжу обычно крючком 5,5, довольно толстый для многих, да, крючок. Я вяжу крючком 5,5, пряжа у меня 210 метров на 100 грамм. Для меня тонкий крючок это 3,5. Вот для меня это тонкий крючок. Вот я вязала им подушку жаккардовую с такими веточками. Я помню, что я подустала на ней, хотя это всего лишь подушка, но крючок 3,5 меня прям вот немножко выжег изнутри. Пряжа там была 300 метров на 100 грамм. Я бы советовала все-таки пряжу 300 метров на 100 грамм и тоньше не брать на плед, на большие проекты, потому что действительно будет вязаться долго и тяжело. Если только вы не фанат. Если только вы не фанат тонкого вязания, вы километры уже извязали, и вам удобно и комфортно, тогда, конечно. Поэтому я бы рекомендовала брать пряжу 240 на 100, 210 на 100. Обычно это под крючок 4,5, 5, 5,5. Вот так. Вот, по-моему, это идеально для комфортного вязания. И плед получается достаточно объемный, но при этом не рыхлый и не слишком плотный. И вязать его не до морковки на заговение, а все-таки какое-то ограниченное количество времени. И не устаешь, и руки не устают, и все прекрасно. Повторю, 210 на 100 пряжа или 240 на 100, вот такой вот метраж. И крючок от 4,5 до 5,5. Там зависит уже от вашей плотности вязания. Просто надо посмотреть, какой образец вам будет больше нравиться по плотности самого полотна. Это что касается толщины нити. Дальше, прокрутку мы сказали. Что у нас еще осталось важное? Цена. Цена очень важный аргумент, особенно сейчас, когда действительно пряжа подорожала. Плед – большой проект, на него нужно много пряжи, на подушку нужно меньше пряжи, но все равно не меньше одного мотка каждого цвета, поэтому это существенные будут расходы. Прежде чем определяться с пряжей, посмотрите, сколько она стоит в разных магазинах, посчитайте с учетом доставки, во сколько вам обойдется эта пряжа, и прикиньте, готовы ли вы столько тратить денег в таком количестве на эту пряжу. Потому что лучше, конечно, купить сразу пряжи достаточное количество на плед, потому что мало ли что там потом случится, этого цвета не будет, того цвета не будет. Поэтому имейте в виду, что это серьезное вложение денег. Поэтому цена на пряжу имеет большое значение. Сейчас многие отдают из-за этого предпочтение отечественным всяким маркам, и это неплохо, и среди отечественных марок есть самые разные и по составу, и по цветам, и по цене, и по всему. Просто почитайте отзывы, посмотрите, можно спросить в чате, часто обсуждают ту или иную пряжу. Имейте в виду цену. Все, итого что у нас получилось? Состав, цветовая палитра богатая, толщина, цена, что-то еще было пятое. Кажется, все. Состав, толщина, цвета, цена, крутка, да, вот. То есть совсем немного у нас пунктов, на которые нам нужно обращать внимание. Теперь, сколько же этой пряжи нужно? Сколько на плед нужно пряжи? Самый частый вопрос. Давайте раз и навсегда договоримся. Первое. Мозаичное вязание предполагает очень много узоров, каждый из которых ест, в кавычках, разное количество пряжи. Ну вот так вот получилось. В одном узоре много столбиков с накидом, в другом узоре их поменьше,
из-за этого расход разный. Более того, вы вяжете двумя цветами, одним цветом у вас больше столбика с накидом, другим цветом меньше, поэтому у вас даже на одно изделие уйдет одного цвета больше, чем другого. Что же делать, как же быть? Я предлагаю ориентироваться на среднее значение. Это среднее значение выработано мною в процессе моего вязания с 2018 года и еще сотнями людей, которые вместе со мной, без меня, самостоятельно вяжут мозаичные пледы и подушки, и все-все-все все эти годы. Мы в чате обмениваемся этой информацией, и вывелась эта цифра сама по себе про расход пряжи в среднем. Итак, на полуторный плед я имею в виду плед на полуторную кровать, чтобы он немножко еще спускался вниз, ну то есть такого нормального размера, полуторный плед. Если брать пряжу 240 на 100 или 210 на 100, то никак не меньше 20 мотков уйдет на такой плед. Никак не меньше. То есть если вы хотите классический полуторный плед, который использовать либо как покрывало, либо закутываться сами, то не меньше 20 мотков, а я бы взяла 25. Из них я бы взяла половину одного цвета, половину второго. Если вы планируете вязать разными цветами, там уже сложнее. Ну, то есть делите, да, на количество цветов. Но в целом 20-25 мотков я бы брала 25, ну 24 по 12. То есть я бы взяла 12 одного цвета, 12 другого. Еще раз, это расчет 210 метров на 100 грамм или 240 метров на 100 грамм. Вот такая вот пряжа на полуторный плед. Соответственно, если вы будете вязать большой плед, двухспальный, там, не знаю, широкий, 2 на 2 метра, вот такой вот, там 30 мотков, не меньше, 30 мотков. Здесь так, я бы взяла там 24, да, 25, там бы я взяла 30. Это очень грубо, но примерно так на так и выходит. Вот, судя по всему, так на так и выходит. Что касается подушки, то на подушку в среднем уходит 4 мотка. Что я имею в виду под подушкой? Подушка либо 35 на 35, либо 40 на 40 сантиметров. Это классические размеры. Опять же, мой опыт и опыт других людей из чата основывается на вязании, как правило, пряжи, опять же, 240 на 100, 210 на 100. Вот такой пряжи, ну 3 с чем-то мотка уходят, да? Но из 2 мотков, одного цвета и второго другого, не хватает. Вот всегда не хватает. Вот мне 2 мотков хватает только на подушку 30 на 30, я вам так скажу. И то впритык. Вот она у меня там стоит. Потом ее покажу. Вот. В общем, хотите подушку, покупайте по 2 мотка каждого цвета. Остатки у вас будут немножко, но это пустится потом куда-нибудь. Итак, повторю. На полуторный плед не меньше 20 мотков, а лучше 25. На двухспальный плед не меньше 30 мотков. На подушку не меньше 4, по 2 мотка на каждый цвет. Вот и весь секрет, кажется. Итак, что мы сегодня с вами выяснили? Мы выяснили, какую пряжу надо брать для мозаичного вязания, на какие ее параметры нужно обратить внимание, что можно вязать из остатков, а можно купить новую. И второе, мы выяснили про расход. Сколько нужно пряжи на плед, сколько пряжи на подушку, примерно хотя бы. Вот эти примерные цифры у нас теперь с вами есть. Надеюсь, что с этим видео вам станет чуть полегче, какие-то мифы развеются, и вы смелее приступите непосредственно к мозаичному вязанию. Большое спасибо, приятного вязания и будьте здоровы!